Видеонаблюдение, посылка из Китая, на этот раз видеоглазок. Вот так вот приходит, упакован с Алиэкспресс, можно заказывать, приходит без проблем, не расценивается это как устройство двойного назначения. По сути, это просто видеоглазок, он идет как камера видеонаблюдения. Позиционируется он так. Моменты есть по заказу. Сразу вам рассказываю. Вот вы увидели этот видеоглазок, потом заходите на Алиэкспресс, смотрите, о, Роман нам точно такой показывал, значит я вот этот закажу, а у этого продавца он еще и дешевле. Вообще супер классно. Заказываете, потом подключаете, как я вам показываю на видео, и он у вас не подключается к этому приложению. И потом просто возникает вопрос, а что же вы перед тем, как его заказали, не посмотрели его характеристики? Могут быть вот такого вот типа, в таком вот корпусе, все идентично, но с разными приложениями на смартфон. Соответственно, может там быть и аналитика другая, и матрица, разрешение, сам объектив с другим углом. То есть моментов много. Первое, что вы должны учитывать перед покупкой, это с каким приложением вам нужен видеоглазок. Ну, где вы его будете отслеживать, с какого приложения на смартфоне. Данный видеоглазок с приложением ICC XMI, по сути, XMI-евская камера видеонаблюдения. Отсюда исходит его совместимость с другими устройствами. Например, если вы рассчитываете, что видеоглазок этот будет у вас работать с видеорегистратором, у вас XMI-евский видеорегистратор, как у меня, вот я вам часто показываю его, то желательно, конечно, видеоглазок этого производителя и покупать XM. ICC, XMI с приложением с такими для отслеживания на смартфоне. Там будет полная совместимость с видеорегистратора, управление им, полные настройки, все моменты. Если у вас Tuya, то ищите видеоглазок. Есть такие с Tuya Smart приложением, умный дом Tuya Smart. Также я вам часто показываю его. Есть такие же видеоглазки, то есть камеры, встроенные в корпус видеоглазка с поддержкой приложения Tuya Smart. V380. Если у вас такое приложение, она стоит с камерами, то также у вас в этом приложении есть такие видеоглазки для отслеживания с приложения V380. Второй момент. Это, наверное, самый важный, один из важных. Люди заказывают и потом пишут: а этот видеоглазок не видит в полной темноте. Вот я его поставил в подъезде, на лестничной площадке свет выключили и темно. Да, здесь нету ИК подсветки. Здесь нету возможности ночной подсветки никакой. Вот посмотрите. Просто идет объектив и нету ИК светодиодов на его борту. Поэтому это идеальный вариант, когда в подъезде на лестничной площадке у вас хоть какая-то лампочка горит, хоть минимальное освещение есть. На наклейке 2 мегапикселя камера, юзернейм админ, пароль пустой по умолчанию, 192.168.1.216, какой-то странный по умолчанию IP-адрес внутренний. Надо подключать, смотреть, что это мне прислал этот продавец. Заказывал я, как вам сказал, XMI. Смотрите, есть возможность выбора именно по ссылке, вот это где я заказывал его, с объективом 1,7 мм, широкоугольный, практически, наверное, рыбий глаз, широкий захват, и 2,1 мм. Также он широкоугольный идет, но там сама линза, сама вот эта вот часть меньше получается. Я вам оставляю со всеми размерами картинки. На этом видео буду сбрасывать все размерности, что у продавца там, чтобы я не затягивал тут время, не измерял это все. Скину вам все размерности, соответственно, и вот этого вот объектива размер. Можно заказать с аудио вот такой вот микрофончик, видите? Там ты уже его в дверях от твоей фантазии, куда ты его устроишь. Можно просто в дверях его оставить, соответственно, чувствительность будет не такая. Можно для него отверстие в дверях просверлить и вывести его незаметно. Вот такой он незаметный будет, и будет он более чувствителен. Очень удобно, кстати, заходишь в приложение, видишь и слышишь, что на лестничной площадке происходит.
Какой еще огромный плюс вот именно вот этих устройств, а именно камера встроенная в глазок, то что ну, многие не различат, что здесь. Ну, обычный вот видеоглазок, то есть обычный глазок. Понятно, что заклеивают воры, там все эти злодеи, все это делают. Но все равно обычный человек, вот пришел кто-то, ну, а вы его видите, даже удаленно, когда вас нету дома. И я вам больше скажу, что это устройство можно вывести на удаленный видеорегистратор через интернет. Например, у тебя квартира в одном или вообще в другом городе даже, а живешь ты там в частном доме, у тебя видеорегистратор есть. Через интернет ты на свободный канал видеорегистратора можешь завести вот этот вот видеоглазок. То есть у тебя наряду с твоими камерами, которые у тебя во дворе установлены и заведены на видеорегистратор, на свободном канале у тебя еще и видео из твоей квартиры, из двери, лестничную площадку ты видишь, кто пришел, кто приходил. Все это видеорегистратор будет сохранять на жестком диске, и ты можешь просматривать. Также тревога тебе будет приходить, если ты поставишь по человеку движение возле двери. Приходит на смартфон, ты заходишь и смотришь, кто там двигается. То есть устройство, ну, просто незаменимое для тех, вот, у кого квартира закрытая, к примеру, или ты там сдаешь ее, или же, ну, вот эти все моменты. Или тебе нужно отслеживать перед дверью, что происходит. Если на видеорегистратор заведешь, соответственно, и у тебя ж удаленная запись сохраняется, даже если с видеоглазком что-то случится, последние моменты у тебя сохранены. В моем случае я заказал POE вариант. Есть вариант с Wi-Fi и с поддержкой карт памяти. В моем случае без карты памяти, без Wi-Fi модуля, но по POE 48 вольт по одному кабелю или по 12 вольтам, как обычно, можно его подключать. Можно заглушить и одним кабелем напрямую подключить его к POE видеорегистратору 48 вольт, к POE коммутатору 48 вольт. Кому нужна Wi-Fi, но опять же, поймите, что все равно даже Wi-Fi видеоглазок, но питание вам кабель нужно тянуть будет к нему. У него нет встроенного аккумулятора, 12 вольт, все равно нужно будет тянуть кабель. Поэтому выбирайте устройство POE вариант. То есть один кабель и блок питания 48 вольт докупите. Сейчас я вам покажу, как это подключается. В комплекте идет муфта, ну, герметичная, типа, ну, она... Если на улице, но на улице ж мы его устанавливать, соответственно, не будем. Многих интересует установка в дверь, и не делал я установку в дверь, потому что, да уже два я, наверное, вам показывал на своем канале давно. Один аналоговый видеоглазок я вам показывал, другой именно 5-мегапиксельный вариант Wi-Fi с картой памяти, там полный фарш. Также показывал на своем канале, но установку в двери я не делал. Да мне, в общем-то, и не нужно, но сейчас, ради того, чтобы посмотреть, как это делается и показать вам, я установку попробую сделать. Вот так вот, в общем-то, не тяжело это все разбирается и устанавливается в дверь. Прижимная вот эта вот втулка, кажется, на дверь 90 максимум. Там в описании все ж у продавца описано, на какие двери можно устанавливать. То есть запас большой, вот регулировки, то есть прижима установки. Здесь у нас также, ну резьба идет под этот бочонок. Вот так вот это все разбирается перед установкой. По одному проталкиваем разъемы. Вот тут все предусмотрено, все проходит все плотно. POE адаптер. И это все устанавливаем в дверь, снимаем свой глазок, проводим кабели. Уже по кабелям, опять же, все от твоей фантазии зависит. Где ты их оставишь? Или внутри двери, или же наружу выведешь. Вариантов очень много сейчас. Вот эти гибкие переходники, как они точно называются, подскажите, для провода, которые поворотные, уголки такие. Что ты кабель гофру в них пропускаешь, крепишь на косяк двери и на саму дверь. И нету излома кабеля. То есть все сейчас возможно, все в продаже есть, не нужно выдумывать велосипед. Здесь вот так вот все. Подключу сейчас сразу его. Для этого, если
у вас одиночное устройство, вот вы захотели, нужно дозаказать к нему блок питания вот такой вот POE 48 вольт 0,5 ампера. Именно 48 вольт, 48 вольтовый POE блок питания для вот камер видеонаблюдения. Так он выглядит, в розетку его сразу. Потом у нас ну как обычная POE камера подключается. У кого есть POE система, то тому рассказывать это уже не нужно. Кто новичок, то быстро расскажу вам, постараюсь, по крайней мере, быстро. В POE разъем подключаем кабель, который пойдет на устройство. И используем просто один. И этот кабель у вас может быть до 100 метров. Ну, многие подключают, говорят, и больше 100 возможно подключить. Именно от блока питания до устройства. Но я думаю, на такую длину вам не придется подключать там 100 метров. И вот второй кабель у нас от роутера вашего. Домашний роутер, который подключен также интернет. У вас интернет-сеть есть, Wi-Fi роутер. Подключаем. И подключаем это все в розетку 220. Идеально у вас рядом с роутером розетка. И пошло потом все на устройство. Какое-то время даем на загрузку. Здесь индикация вот есть. Ага, здесь есть такая индикация красивая. И по сути у нас устройство уже в домашней сети должно быть. Но зайдем сейчас уточним, посмотрим, включена ли функция DHCP, а это автоматическое присвоение IP-камере свободного IP-адреса роутером. Программа на компьютере для отслеживания камер. Программа CMS. Есть у меня видеообзор программы CMS, VMS. Дам ссылку кому нужно. Заходим в раздел «Система», «Устройства». Если нет у вас области «Список», нажимаем «Добавить область». Рамка выскакивает, добавляете область и присваиваете ей название. Выделяем область «Добавить устройство» и жмем IP-поиск. При этом у вас компьютер должен подключен быть к этому же роутеру, к которому вы подключили наш видеоглазок, ну или IP-камеру. Выдает список устройств, а именно IP-камер, которые у вас в сети. У меня их много, поэтому у меня много, у вас скорее всего одна она будет, если у вас одна. Смотрим, да, стандартный IP-адрес 192.168.1.216. XMI-евский видеорегистратор одного производителя с видеоглазком. Дело обстоит, наверное, проще. Сейчас буду просто при вас это делать. Также зашел я со свободного канала. IP-поиск включился на видеорегистраторе. Нашел видеорегистратор, камера 0474 под этим же заводским IP-адресом. Порт 34567 медиа. 2 раза кликаю я по найденному. Да. Автоматом адаптировалась камера под домашнюю подсеть. Роутер присвоил новый IP-адрес камере, видеоглазку с моей уже подсетью. И да, роутер прислал мне, что подключено новое устройство, прислал сообщение на смартфон. Есть такая возможность. Связанный, применить. И видеоглазок у меня на мониторе, на свободном канале. После этого на уже мониторе CMS на компьютере жму я IP-поиск опять, и уже наше устройство найдется под новым IP-адресом. Да, вот 198, жму ОК, да, устройство добавлено. Вверху слева 2 раза кликаю по устройству, еще 2 раза кликаю, камера открыта. И с видеорегистратора, то есть с компьютера, вот, со звуком полностью я могу мониторить данный видеоглазок. Выделять папку. Это я про это вам все рассказывал, как работают эти программы на отдельных видео. Ссылку дам, кому нужно. И сюда ты можешь добавлять еще много камер, вот, и в различных режимах просмотра их просматривать. И эти камеры могут быть не только у тебя дома, а еще установлены могут быть удаленно. Такая себе система вот видеонаблюдения, полноценная, большая, на компьютере. Обычная дверь китайская и такой вот глазок обычный, который просто извлекается выкручиванием. С двух сторон держим
по сути то же самое. Вот из чего состоит такой вот дверной глазок обычный. Центруешь, закручиваешь, устанавливаешь, все плотно ставится. Смотри, просто если у тебя типа такого глазок стоял, то нужно брать с широкой вот этой вот поверхностью. То есть 1,7 у меня получается. Как раз видите, насколько меньше вот эта вот часть. Но нормально хватило, перекрывает отверстие. С этой стороны есть возможность кабели запустить внутрь. Вот специальное отверстие, внутрь запускаешь, этот кабель идет, ну и уже выводишь его на край двери и здесь ставишь вот это вот устройство, что я вам говорил, гофроповоротное. Как вариант, можно, вот есть у кого звонки стояли, вот эти электрические в этих дверях, можно сюда вывести, чтобы не сверлить отверстие, и потом пустить уже кабелек сюда. Можно так оставить, кабель уже разместить как-то на двери, аккуратно проложить его, как захочешь. Идеально в дверь, конечно, запустить. И потом, когда ты запустил кабель в дверь, вот этот бочонок ты накручиваешь. И будет более эстетично выглядеть это все, понятно. Но тут с дверью нужно будет тебе уже как-то разбираться, как вывести кабель. Ну, это один раз делается, и у тебя такая вот встроенная камера появляется в двери. В общем-то, ничем она от глазка и не отличается от обычного глазка. Установил в дверь, я просто поражен этим углом. Да, здесь широкоугольный объектив 1,7 мм, так и есть. Камера видит просто очень широко. Смотрите, косяк дверной, это 10 сантиметров он от двери. Она его видит уже. Вот, пошло закругление. Она его видит уже 10 сантиметров здесь сразу за дверью. Вот, и она его видит до колеса, до автомобиля. Да, было бы идеально, чтобы как-то можно было немного ниже ее поставить. Но 1,50 м до колеса. По сторонам просто угол захвата огромнейший. И для лестничной площадки это даже чересчур много. Будет захвачено очень много. Чувствительность по определению силуэта человека есть. Чисто по человеку будет работать. Включает запись на видеорегистратор по человеку. На компьютер папку в CMS программе также по человеку будет писать, если вы поставите. На смартфон будет приходить уведомление у вас также по человеку. Звук, да, есть. Микрофон есть, но нужно, как я сказал, отверстие делать, и идеально будет слышно. Микрофон сейчас внутри двери, звук булькающий, ну как помеха, металлическая дверь, то понятно, что помеха есть. Именно по характеристикам можно с видеорегистратора посмотреть, можно с программы на компьютере, все это делается и менять то, что возможно. Формат сжатия H265, и это немаловажно. И только старого 264 нету, это тоже учтите. 1080p разрешение, число кадров при этом 25. По умолчанию стоит 12, если вам нужно больше, ну, понятно, лучше больше. Поэтому нужно зайти и поменять, поставить 25. И видеозвук в двух потоках, второй поток также можно регулировать. Второй поток это на мобильное устройство, ты можешь с мобильного заходить также на этот видеозвонок, то есть видеоглазок, и просматривать все моменты. По тревоге, смотри также 16 канал. Это также в программе CMS, тоже по тревоге, все эти моменты можно делать. Обнаружение людей есть. И есть возможность область задавать. Там, где тебе нужно, чтобы человек был обнаружен. Может, какую-то дверь, где часто ходят соседи, ты можешь исключить, а оставить именно какую-то площадь, чтобы там область человека чисто она идентифицировала, присылала тебе уведомления, тревожные, все эти моменты. Можно показать следы, поставить человека, выделять рамкой, можно убрать этот момент. Пересечение линии, туда пошел человек, сработало, оттуда нет. То есть все возможно. Полноценная IP-камера XMI-евская с определением силуэта человека. В полной темноте камера не переходит в черно-белый режим, она не имеет механического ИК-фильтра день-ночь, она постоянно показывает в цвете, независимо от освещенности. Но вот что я заметил, что матрица все-таки светочувствительность имеет
она не полностью слепая, она видит при малейшем освещении, вот небо подсвечено, хотя пасмурная погода, где-то там в городе освещение, то есть видно вот эти моменты. Небольшая лампочка у вас на лестничной площадке, маломощная, будет работать, светить. Камера уже будет давать вам нормальную при этом картинку. Отличный вариант видеоглазка за свои деньги. Вы должны первое учитывать, что как такового ночного режима у него нету. Но имеет он светочувствительную матрицу, малейшее освещение какое-то, или же вы установите его, ну, как на лестничной площадке, постоянно свет светит, то будет он идеально работать. И учтите, что это ж как IP-камера, вы можете его не обязательно в двери встраивать, можно встроить его, ну, куда вы захотите. Там, например, в калитку вашу на воротах, ну, герметичный корпус, какую-то коробку ему, распредкоробку сделать герметичную, врезать, и будет такая вам вот скрытая камера видеонаблюдения в виде дверного глазка. На сегодня все. Кому нужна в Украине вот эта вот камера, продам вам ее по цене закупки AliExpress. Пишите мне в Telegram. Ссылку на Telegram оставляю в описании к видео и в закрепленном комментарии. Также оставляю ссылку на AliExpress. Кому нужно подобрать, может вы хотите с Wi-Fi именно по приложениям, кто не хочет разбираться в этом, то пишите мне также в Telegram, помогу вам подобрать на AliExpress, дам ссылку, вам останется только заказать, и там неделя-две, и он у вас дома, этот видеоглазок. Приходят без проблем, никаких моментов негативных нету. На сегодня все, подписывайтесь на канал, лайк с вас, и дальше будет еще много чего интересного в пути. Всем удачи, до следующих видео.